Добро пожаловать в Донецк в тайге. А вообще рабочий поселок Новый Ургал, Хабаровский край, население примерно 7200 человек. Изначально был как разъезд третий километр или третий разъезд известен. 3 ноября 1974 года сюда прибыл отряд строителей Донбасс. И 7 ноября они начали строить здесь разъезд того же года. Чуть позже к ним присоединились уже строители из Харькова, Киева, Днепропетровска и даже Львова. С 1985 года имеет статус рабочего поселка и современное название – Новый Ургал. Внутри вокзал, конечно, имеет характерное южное убранство. К примеру, подсолнухи. Или вот, судя по всему, виноград, хотя тут я могу ошибиться. И, конечно же, мозаика, которая в особых пояснениях, пожалуй, не нуждается. И книга в руке, на которой написано «Навеки вместе». Хотя вот есть у меня тут замечание одно такое. По-моему, поставить вот этот огромнейший экран с информацией о прибытии и отправлении поездов и прикрыть часть вот этой мозаики – это преступление. Крайне дождливо сегодня, я вам скажу. Вообще станция Новый Ургал это относится к дальневосточной железной дороге и не электрифицирована. И является крупным узлом, потому что помимо того, что находится на БАМе, она еще находится на линии Известково-Чекмадын, через которую в свою очередь БАМ соединяется с Транссибом. Строго говоря, вообще, станция Новый Ургал не находится на БАМе, она находится как раз таки на вышеупомянутой линии. А с БАМа происходит съезд на 343-м километре, получается, этой линии. И далее уже на 352-м километре этой линии и на 3306-м километре БАМа они снова соединяются. Вот и грузовой обход, который находится чуть севернее вот этого рабочего поселка, он полностью находится на БАМе. И, конечно же, само собой, хоть здесь и были строители, например, из Донбасса, но здесь железную дорогу строили воины-железнодорожники. И вот такой вот памятник им. Пускай нам памятником вечным будет живущий и работающий БАМ. Весьма примечательно и очень мне понравилось, что этот памятник оказывается свежий, оказывается он 2019 года, и увековечил действительно, что ни на есть подвиг воинов-железнодорожников, которые строили в этих диких местах железную дорогу. Любопытный эффект, и даже сразу и непонятно. По пути сюда было четко видно, что тайгу подзатянуло дымом от пожаров лесных. А сейчас тут дождь, достаточно теплый. И вот думаешь, то ли это туман такой от дождя, то ли дым от пожаров. Храм во имя Живоначальной Троицы. Переход появился в 1991 году. На площади 5,5 метров в здании администрации была устроена домовая церковь, а современное здание осветили в 2001 году. Прекрасное здание на самом деле.
очень выделяется среди всего прочего, будь то каменного или деревянного. Хотел зайти туда вовнутрь, но прямо сейчас там служба идет, что ли, поэтому решил не беспокоить. А вот здесь явно был когда-то стадион. Даже ворота остались. Бетонные плиты, беговые дорожки. Все было когда-то. Наша гордость. А домики-то с узорчиками такими. Чуть выше поднялся, стало видно, что город – наша гордость. Местный, так называемый торговый центр. Великой Отечественной войне памятник. Какой, с одной стороны, максимально простой, но с другой стороны, такой восхитительнейший, как по мне, сколько много эпитетов-то, а? Памятник строителям БАМа. И обратите внимание вот на пилотку. Все-таки восточный участок, железную дорогу строили воины-железнодорожники. С этой стороны куб выглядит точно так же. Но на фоне мы можем увидеть Дом культуры железнодорожников, который открылся в 1989 году, и судя по его размерам и состоянию, он покрывает потребность не то что Нового Ургала, но и всего Верхнебуринского района, где находится этот поселок. И заложил Ургал отряд строителей Донбасс. И, кстати, я сразу не сообразил, 7 же ноября, это же годовщина Великой Октябрьской социалистической революции-то. И вот тоже интересные узоры, что на доме на самом верху, что вот на балконах. На весьма любопытном перекрестке мы сейчас находимся. В ту сторону начинается улица Артема, она же в честь товарища Артема, Федора Андреевича Сергеева, который был основателем Донецкой Криворожской республики в составе РСФСР. А в эту же сторону у нас начинается улица Донецкая. И совсем немного, если пройти от улицы Артема, мы выходим на пересечение Донецкой и Киевской. И тут же недалеко от этого перекрестка находится магазин Харьков. Знаете, пока я здесь, надо все это брать. Какие-то не шибко приветливые продавцы там оказались. На мой вопрос, есть ли сухофрукты, они сказали только сухофрукты. Отличный ответ. Вернулись к пересечению Киевской и Донецкой, и тут аллея ветеранов. Такие вот лавочки, и вот это вот весьма интересно. Почти как в московском метрополитене. В новых вагонах есть такие места, где можно стоять и немножечко упираться. Как будто бы это для этого. Ну и нормальные лавочки тоже есть. Владимир Ильич на ремонте, судя по всему. Судя по ногам Ильича, он явно требует ремонта. И тут же музей Новоургальский, библиотека и там же школа искусств. Такое оформление имеет тут же находящаяся пристанционная больница. А вот это здание с музеем и школой искусств тоже на ремонте. Нужно проверить, может, музей работает. Хотя уже поздно, сегодня вряд ли работает, но в целом работает ли.
В общем, оказалось все в ремонте, все закрыто. Но тем временем с Донецкой улицы мы вышли на Ростовскую. Ого, что-то горело недавно, похоже. Но здесь напротив находится вот такой здоровенный детский садик. И тут же рядом местная школа. Самое занимательное, что школа имеет номер. И это номер 11 школа, хотя она единственная здесь в этом населенном пункте. Детский садик, кстати, тоже номерной. Номер 15. И также единственный. Опять льет. Но я о другом хочу. Товарищи из Приморья. Ну что делают это во Владивостоке? Серьезно, темный шоколад с морским гребешком? Ну это что-то новенькое. Погодка восхитительная. И никого. Ну вот, собственно, и был пройден весь Новый Ургал. Жаль, конечно, что в музей попасть не удалось. Но, во всяком случае, здесь на вокзале меня встретил такой потрясающий паровоз серии Е. Плюс-минус аналогичный тому, что мы видели в Тынде на Привокзальной площади. Тоже, получается, собирался он на заводах в Соединенных Штатах Америки. И тоже по заказу и по чертежам русских инженеров участвовал в обеих мировых войнах. Ну а мне остается переждать ночь как-то, видимо, на вокзале. И на следующий день нужно будет осмотреть округу немножечко подальше. И надеюсь, погода будет хотя бы чуть-чуть получше. Добро пожаловать в рабочий поселок Чекдамын, Хабаровский край. Население около 11,5 тысяч человек. И это является административным центром Верхнебуринского района, к которому относится Новый Ургал в частности. Железная дорога в эти края пришла 7 ноября 1941 года. Но недолго счастье длилось, потому что Великая Отечественная война. И многие рабочие и шахтеры ушли на фронт. А рельсы были разобраны для нужд фронта, в частности Сталинградской битвы. И с 43 по 48 год фактически можно считать, что и поселок, и шахты были законсервированы. Тем не менее, в 1948 году добыли первый уголь, а в 1951 приехал вновь первый поезд по восстановленной дороге. Относится к дальневосточной железной дороге, не электрифицирована и является 374 километров линии Известковая-Чекмадын, а от БАМа это 3311 километр, Ургал 1, плюс 16 километров выше упомянутой линии. Добро пожаловать в центр Чекдамына. До этого вы были на всяких окраинах, поселках, теперь в центре. Поселок был основан в 1939 году, когда по замерзшему льду сюда прибыл отряд первых строителей на 4 мощных тракторах, 5 грузовиках. Они первым делом принялись корчевать деревья, пилить их, строить барачное жилье. И на одном из домов тогда появилась шахтерская эмблема в виде 2 скрещенных молотков. Так появился этот поселок. Кто же ехал сюда? А сюда ехали в основном как раз таки шахтеры, потому что
главное, чем занят этот поселок, это добыча угля. И шахтеры ехали, в частности, из Донбасса, конечно же. Вообще, данный поселок должен был стать главным поставщиком угля на Дальнем Востоке, в частности для тогда нового Комсомольска-на-Амуре, которому нужен был уголь, нужно было топливо. Впрочем, уголь добывают и сейчас, и по некоторым данным запасы его тут порядка 15 миллиардов тонн. Районный дом культуры. И вот эта вот улица центральная. Памятник героям Великой Отечественной войны, который называется «Последняя атака». И расположен он на площади Славы. Памятник сооружен по предложению комсомола ветерану Великой Отечественной войны в год 30-летия Победы, открыт 9 мая 1975 года. Мемориальный комплекс, в центре которого находится скульптура солдата, бегущего в бой, называется «Последняя атака». Он увековечен памятью воинов Верхнебурьинского района, погибших в Великой Отечественной войне. И здесь же рядом памятник шахтерам Ургала, погибших на боевых и трудовых фронтах. Еще один камень-памятник воинам-железнодорожникам, строителям БАМа, но, к сожалению, часть надписи стерлась с годами. И камень же этот находится рядом с администрацией Верхнебурьинского района. И тут же на здании администрации есть мемориальная табличка, где тоже слава воинам железнодорожных войск строителям БАМа. И еще написано, что это здание тоже построили воины-железнодорожники. Мир, свобода, равенство, братство, счастье. Некоторые скажут, что это популистическая пропаганда тех лет, но мне вспоминается другая фраза, что СССР – оплот мира. Нет СССР, нет мира. Впрочем, в конце этой аллеи находится Центр развития творчества детей и юношества. Но помимо этого, здесь вроде как должен быть музей. Да, здесь есть музей, и он вроде как работает. Посетил я музей, 150 рублей вход, и на самом деле мне запредельно повезло, потому что они прямо сейчас фактически переезжают в новое, более просторное здание. И здесь музей был закрыт. Но я пришел, такой: здрасте, хочу посмотреть музей, и такие: ну ладно, давайте. И мне открыли и провели небольшую экскурсию, рассказали, что при чем. Поскольку музей все-таки районный, то здесь не только про сам Чекдамын, но и в принципе про весь Верхнебурьинский район. И в частности тут рассказывается и показывается про те производства, которые тут были раньше. Например, ситро, повидло, колбасные цеха, которые особенно стали развиваться, когда начал строиться БАМ, потому что потребности в этом кратно возросли. Но, к сожалению, 90-е это все не пережило. Отдельно, конечно же, страничка о том, как строился БАМ и в 30-е годы, и про 70-е годы, с фотографиями и прочим. Отдельно рассказывается, конечно, про прииски, про золотые прииски, про золотодобычу. Здесь, в этом же районе, в районе нынешнего Софийска. В целом, даже и сейчас производство, добыча золота здесь, ну, более-менее налажено. Хотя изначально еще было оно в конце 19 века здесь развернуто. Кстати, забыл сказать, что вот в самом начале музея встречает такая резная карта всего района. И еще также приказ с цитатой Сталина о том, что здесь нужно в кратчайшие сроки
развернуть добычу углей. Помимо этого, также здесь в музее показан и Мальтинский район, там, где добывался молибден. К сожалению, добыча молибдена здесь прекратилась в 1961 году, сам поселок закрыли в 1962 году, и сейчас на том месте одни развалины. Но во время Великой Отечественной войны, конечно, этот поселок сыграл очень важную роль, потому что в 1942 году на Кавказе вовсю война Великая Отечественная проходит, и поэтому молибден, который там добывался, шахта, в общем, была взорвана в Ордино-Балкарии, кажется. А молибден — это присадка, это сталь высоколегированная, в общем, это броня, то, что так нужно фронту. Поэтому было приказано в кратчайшие сроки здесь развернуть добычу молибдена, что, собственно, было сделано. И в том числе добыча и обогатительный завод. Самое интересное, что обогащенную эту руду сначала на одном самолете, потом на другом самолете уже до железной дороги. И уже по железной дороге отправляли дальше на металлургические производства. В общем, такой вот интересный музейчик. И сейчас он переезжает в другое место, более просторное. Желаем ему дальнейшего развития. Местный ЗАГС. И продолжаем идти по улице Центральной. Кирпичные 4-5-этажки закончились. Тут начались такие двухэтажные деревянные дома. Это просто замечательнейшие постеры. Я таких только не знаю, на картинках видел со времен Союза еще. А ведь фильмы-то современные, у них вполне себе есть, широко используемые постеры, назовем это так. Но тем не менее, здесь используются такие. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Владимир Ильич Ленин. Вот это, конечно, вид. Но самое интересное, что даже на Яндекс.Картах указана здесь смотровая площадка. И эта смотровая площадка находится на крыше гаража. Очень крутой спуск и очень высоко. Собственно, вон там вот дальше и протекает река Чекдамын, по которой назван поселок. Означает с эвенкийского «сосновая вода». На заднем фоне виден тоже двухэтажный деревянный дом, но уже отремонтированный, обшит и утеплен. И тут свеженький храм. Храм новомучеников и исповедников. Собственно, посетил я все, что хотел здесь, в Чекдамыне. И теперь нужно как-то идти на трассу и как-то уезжать в сторону Нового Ургала. Но перед этим попытаться посетить еще одну точку. Я сначала подумал, что это за мозаика такая. А это, оказывается, пластиковые крышки. Так много, так густо и так скрупулезно. Поселок Ургал и станция Ургал-1, дальневосточная железная дорога, не электрифицированная. Вообще возник этот поселок Ургал в 1939 году, когда строилась линия Известковый-Ургал, которая позже была продлена до Чекдамына.
И находится Ургал от Нового Ургала в 12 километрах. И в принципе до 1983 года здесь была жизнь. Тут было в 1979 году население 4600 человек. Но в 1983 году было принято решение о переносе административного центра, ну, о переносе вообще в принципе поселка в Новый Ургал. И сейчас тут, наверное, больше дюжины людей живет, может побольше. Первый поезд до войны здесь прошел в 1941 году, но, как я и говорил ранее, Чек-Дамыне пути были разобраны для нужд фронта, в частности под Сталинград. Движение восстановили в 1951 году. И это является 3311 километром БАМа. И вот мы вошли в старый Ургал. Выглядит, конечно, он достаточно заброшен. Впрочем, какая-никакая жизнь все равно теплится. Ну и, собственно, река Ургал, которая с удыгейского переводится как сушеное мясо, заготавливаемое прок. И, собственно, по этой реке названы населенный пункт Ургал и впоследствии Новый Ургал. Посмотрите, как она парует, а. Сейчас дождик еще периодически идет. О, водичка свеженькая и немножко мутноватая. Но, возможно, как раз из-за дождей. В целом, пора мне отсюда сматываться. Тут комаров летает бесчисленное множество. Не хочу быть съеденным. Долго, однако, пришлось же ловить машину из Ургала сюда в Новый Ургал, но тем не менее я на месте. Ну и, собственно, тут и заканчивается мое путешествие сюда, в район Ургала, Нового Ургала и Чек-Дамына. Да, что сказать. Вообще жизнь есть. В этих местах даже побольше, чем в других предыдущих бамовских поселках, конечно же. Ну, не считая старого Ургала, конечно. Там жизни, можно сказать, практически нет. Стоит еще добавить, конечно, что хоть и тут вовсю спаляют воинов, железнодорожников, которые прокладывали железную дорогу, но сейчас не стоит вспомнить о довоенном, еще сталинском БАМе, так называемом. И хоть говорят, что БАМ 70-80-х годов, этот Комсомольско-на-Амуре до станции Лена. Но, по факту железная дорога от Комсомольска до практически современной станции Постышева уже существовала до 70-х годов. Она была построенная, напутная, малодеятельная, по факту просто такая для вывоза леса и более не использовалась. А и далее, в принципе, железнодорожная насыпь уже существовала фактически до Ургала, до старого Ургала, так или иначе в каком-то виде. Даже тоннель Дуссиалинский, который пересекает Дуссиалинский горный хребет. Этимология не до конца ясна, но основа Алинь устойчива, встречается в других наименованиях и означает горный хребет. Впрочем, ивенки называют его как Большой город, Снежный город, Высокая гора, Чертово место. Сам тоннель изначально строился в 1939-1953 годах с перерывом на Великую Отечественную войну. Возрождение тоннеля было в 1975-1982 годах. Длина 1852 метра. На данный момент строится второй тоннель, так как первый однопутный имеет устаревшие габаритные нормы 1930-х годов. Был практически полностью построен, и уже позднее, вот как раз таки воинам-железнодорожникам, пришлось это дело все модернизировать и восстанавливать. То есть модернизировать, ремонтировать железнодорожную линию, восстанавливать железнодорожные насыпи и от Ургала и далее прокладывать новые. А тоннель, вышеупомянутый, так вообще пришлось
размораживать, потому что он банально весь внутри полностью покрылся льдом. Сплошной лед. Его пришлось там разбивать, оттаивать, в общем, расконсервировать буквально. Вот такое вот заключительное слово. Ну а мне пора дальше. Поселок Джамку. Население около 600 человек. Железная дорога была проложена воинами-железнодорожниками, но гражданское строительство началось в 1978 году строителями Волгоград-Бамстроя. В 1980-м открылась первая школа, в 1981-м появилась первая библиотека, в 1982-м открылась школа в капитальном здании. По этимологии возможно от искаженного эвенкийского демку, название растения, травы, растущей в поймах рек, озер, в болотах, которую любят олени-лоси. Или же это пастбище лосей. Иной вариант от нанайского трехлистник или же гиблое место. Известным уроженцем поселка является Евгений Плющенко, российский фигурист. Его родители приехали на строительство, его отец был плотником. Шефский коллектив – Волгоградская область, и это 3513 километр БАМа. Поселок Березовый, население около 4400 человек. Официально поселок основан в 1962 году. Однако здешние места начали обустраиваться еще в 30-е годы, когда строился сталинский БАМ и был БАМ-ЛАГ. В районе нынешнего поселка Березовый в те годы располагались лагеря так называемое Амгуньского управления Амурского строительства БАМа. В 60-е годы принято решение о строительстве поселка лесозаготовителей. Название Березовый дали из-за большого количества берез. Строительство сталинского БАМа закончилось в 1953 году, и крайняя станция была тут. Тогда разъезд назывался Вели, по одноименной реке, возможно переводится как «место любви». Но мост через реку Амгунь пришел в негодность, и малодеятельная дорога, использовавшаяся для вывоза леса, заканчивалась на правом берегу реки. Амгунь с эвенкийского переводится как «широкая река». В 1975-м началось строительство участка Березовый-Ургал, железнодорожная насыпь для которого была отсыпана еще во времена сталинского БАМа. В 1978 станция переименована в Березовку, но уже в 1981 в Постышево. Павел Петрович Постышев, участник революции 1905 года, депутат Первого совета, созданного рабочими Иваново-Вознесенска. Возглавил партизанское движение в Преамурье, расстрелян в 1939, реабилитирован в 1956. Шефский коллектив – Новосибирская область, и это 3614 километр БАМа.